Сегодня я буду готовить печенье гусиной лапки. Оно готовится очень просто из простых ингредиентов. Нам понадобится 100 грамм комнатной температуры сливочного масла, 200 грамм творога, 150-180 грамм пшеничной муки, щепотка ванилина, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1 среднее яйцо, 60-70 грамм сахара. Выкладываем масло в миску для смешивания и взбиваем в течение 1-2 минут. Добавляем творог и щепотку ванилина и все перемешиваем до однородного состояния. Творог не должен быть очень влажным. Вместо творога можно использовать коттедж-сыр, но предварительно удалить излишки влаги и измельчить в блендере. Затем добавляем яйцо и перемешиваем до однородного состояния. Самыми последними ингредиентами добавляем муку и разрыхлитель. Муку вводим по частям. Ее может понадобиться чуть меньше или больше, в зависимости от влажности творога. На последнем этапе тесто вымешиваем руками. Тесто получается очень мягкое, нежное и совсем не липнущее к рукам. Весь сахар высыпаем на блюдце. Тесто необходимо раскатать в тонкий пласт, примерно полсантиметра толщиной. Раскатывать я буду на силиконовом коврике, присыпанном мукой. Теперь необходимо вырезать кружочки примерно 6-8 см в диаметре. Я использую для этого стакан. Каждый кружочек с одной стороны обваливаем в сахаре и складываем пополам сахар внутри. Опять же обмакиваем в сахар
и с сахаром закрываем внутрь. И опять обваливаем в сахаре верхнюю поверхность и выкладываем на противень. Противень у меня застелен пергаментной бумагой. Свое название печенье получило из-за необычной формы, которая напоминает гусиные лапки. Ставим печенье в предварительно разогретую духовку до 180 градусов и выпекаем 15-20 минут до золотистого цвета. Печенье получается очень нежное, вкусное и не сильно сладкое. Сверху, по желанию, можно присыпать сахарной пудрой. Так оно будет выглядеть более нарядно.